Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на мой канал, на канал The Handmade. Это пятая заключительная часть видео мастер-класса по вязанию вот такого вот дракончика. Продолжаем вязание по туловищу. Следующий ряд 27. В этом ряду будем вязывать ручки. Для начала провяжем 5 столбиков без накида. 1, 2 и 5. Далее берем одну ручку, прикладываем к туловищу и провяжем вместе с туловищем 5 столбиков без накида. Далее по туловищу вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2 и 6 столбик без накида. Берем вторую ручку и точно так же вместе с туловищем провяжем 5 столбиков без накида. И до конца ряда провяжем 3 столбика без накида. Возможно, вам надо будет самостоятельно рассчитать петли расположения ручек, так как напоминаю, что при вязании плюшевой пряжи натяжение рабочей нити у нас с вами может различаться. Я вяжу достаточно плотно, вы, возможно, послабее или, может быть, еще поплотнее, поэтому не пугайтесь, если количество петель между ручками не совпадет с моими. В этом ничего страшного нет. Здесь легко можно самостоятельно все рассчитать. Итак, следующий ряд у нас 28. В этом ряду вяжем такую комбинацию. 2 столбика без накида. 1, 2. Далее вяжем одну убавку и повторяем так до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 29. В этом ряду вяжем так: 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 30. В этом ряду вяжем 12 прибавок подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. Повторим так 12 раз, и итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали, следующий ряд 31. В этом ряду вяжем 24 прибавки подряд. Итоговое количество петель должно получиться 48. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 32. В этом ряду вяжем так: 7 столбиков без накида, 2, 3 и 7. Далее вяжем одну прибавку. Так повторяем до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 54. Провязали, следующие 7 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 54 столбика без накида, с 33 ряда по 39 включительно. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 40. В этом ряду вывяжем щечки. Для каждой щечки понадобится 6 петель, и мы провяжем 3 убавки из 6 этих петель. Я отметила уже это, и получается расстояние между щечками левой и правой у меня получилось вот здесь с лицевой стороны игрушки 5 петель. На первой игрушке у меня получилось вот этот промежуточек в 6 петель. И далее потом до конца ряда нужно будет провязать 37 петель. Вы же отмеряете это по своей игрушке, и, возможно, здесь и уже до конца ряда количество петель будет у вас отличаться. Итак, в начале ряда вяжу 3 убавки подряд. Провязываю по 2 петли вместе за передние стеночки и повторю так 3 раза. И это я вывяжу
левую щечку. Далее вяжу 5 столбиков без накида, 1, 5, и далее провяжу 3 убавки правой щечки, 1, 2 и третья убавка. До конца ряда я провяжу еще 37 столбиков без накида, и итоговое количество петель в 40 ряду должно получиться 48. Провязали, новый ряд отметили. Вот эти маркеры можно не снимать, они потом могут послужить ориентиром при фиксировании глаз. Итак, следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 48 столбиков без накида. С 41 ряда по 43 включительно. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 44. В этом ряду будем вязывать вот эти вот украшения. В 44 ряду вяжем вот эти вот нижние 2 петли. Будем ввязывать эти украшения за нижний край. В 44 вяжем по 2 петли каждого украшения. И в 45 вяжем еще одну третью петлю каждого украшения. Поэтому вот эти вот хвостики протяните еще сквозь петелечку, любую подходящую по нижнему краю, потому что изначально я хотела привязывать эти украшения, ввязывать вот таким вот образом, думала, сложу и ввяжу, а потом уже я вспомнила, что потом я передумала и решила ввязать сначала 2 петли в одном ряду, а потом уже в следующем ряду еще одну петелечку украшения. Итак, приступаем к вязыванию. Сначала провяжем 17 столбиков без накида. 1, 2 и 17. Берем одно украшение, прикладываем к голове игрушки и далее можем помочь себе крючком меньшего размера. Подхватываем одну петлю на голове игрушки и одну петлю на украшении. Провязываем столбик без накида. Далее подхватываем вторую петлю на украшение и петлю на голове игрушки. Провязываем столбик без накида. Вот эти хвостики прячем на внутреннюю сторону головы. Провязали. Далее по голове игрушки вяжем 24 столбика без накида. 2, 3, 24. Берем второе украшение и привязываем, начиная с середины петли. Вторая петля вот от этого края. Подхватываем эту серединную петлю на украшение, петлю на голове игрушки, и все это вместе провязываем столбиком без накида. Теперь подхватываем крайнюю петелечку на украшение, петлю на голове игрушки и провязываем столбик без накида. До конца ряда вяжем еще 3 столбика без накида. Провязали, новый ряд отметили, и сейчас вот можно будет небрежно так наполнить голову игрушки наполнителем временно, потом это все перезаполнить более аккуратно, лишь только для того, чтобы посмотреть, равномерно ли вы ввязали вот эти вот украшения. Я все поближе рассмотрела, и вот это украшение мне понадобилось сдвинуть на одну петлю назад. И получается, что до конца ряда после ввязывания украшения я провязала 4 столбика без накида, а здесь промежуток между украшениями получается 23 столбика без накида. Итак, отмечаем новый ряд, следующий ряд 45. В этом ряду мы вяжем еще по одной петли украшения. Для начала провяжем 18 столбиков без накида. 2, 3,
и 18 столбик без накида. Далее подхватываем с задней стороны петелечку на украшение. Вот таким вот образом вводим крючок в украшение. Подхватываем петлю на голове игрушки, протягиваем рабочую нить сквозь все петли и провязываем столбик без накида. Далее вяжем 23 столбика без накида. У вас это количество петель, возможно, будет отличаться. Это вы уже смотрите по своей игрушке и рассчитывайте все самостоятельно. 23. И также подхватываем, только крайняя петля у нас с этой стороны на этом украшении. Подхватываем эту петлю с задней стороны, заводим крючок в украшение. Подхватываем петлю на голове игрушки, протягиваем сквозь это все рабочую нить и провязываем столбик без накида. До конца ряда вяжем 5 столбиков без накида. 1, 5. Отмечаем новый ряд. Следующий ряд по счету 46. В этом ряду вяжем такую комбинацию. 6 столбиков без накида. 2, 3, 6. Далее вяжем одну убавку. И так повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 42. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 47. В этом ряду вяжем так: 5 столбиков без накида. 3, 4, 5. Далее вяжем одну убавку. Так провяжем до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 36. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 48. В этом ряду вяжем так: 4 столбика без накида. 3, 4 плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 30. Провязали, новый ряд отметили, вытянем слегка петлю и далее вязание наполним наполнителем. Далее фиксируем глазки между 42 и 43 рядами на расстоянии друг от друга 7-8 столбиков. Там, где маркеры, это 40 ряд, мы здесь сделали убавочки, по 3 убавки на каждой щечке. Далее идет 41 ряд, его мы вязали без изменения. И после идут 2 ряда 42-43, их мы тоже вязали без изменений. И вот между ними фиксируем глазки. Продолжаем вязание. Следующий ряд 49. В этом ряду мы сделаем 6 убавок. Каждую убавку через 3 столбика без накида. И при этом мы вяжем рожки. Рожки будем вязывать так, чтобы концы вязания рожек смотрели друг на друга. Вот так вот. Итак, для начала провяжем комбинацию 3 столбика без накида плюс 1 убавка. Провяжем 2 такие комбинации. 1, 2, 3, убавка. И еще один раз. 1, 2, 3, убавка. Далее вяжем 1 столбик без накида. Берем одну рожку, складываем пополам, так, чтобы конец вязания рожки у нас потом смотрела в эту сторону. Подхватываем 2 крайние петелечки на рожке, одну петлю на голове игрушки, протягиваем рабочую нить, вяжем столбик без накида. Далее подхватываем еще 2 петелечки на рожке,
одну петлю на голове игрушки, протягиваем рабочую нить, вяжем столбик без накида. Далее подхватываем 2 петелечки на рожке. По голове игрушки будем вязать убавку. Подхватываем одну стеночку одной петли, подхватываем вторую стеночку, то есть стеночку второй петли, протягиваем рабочую нить, далее протягиваем эту рабочую нить сквозь петли рожки и все это вместе провязываем. Далее на конце рожки остались 3 петелечки. Сначала подхватываем 2 петли, которые друг напротив друга. Далее мы подхватим петлю на голове игрушки, протягиваем рабочую нить. И теперь заведем крючок в крайнюю петелечку на рожке, и сквозь нее нужно будет просто протянуть рабочую нить. Так, я, наверное, сделаю это вот таким вот образом. На крючке у нас 3 петли, провязываем это все вместе столбиком без накида. Провязали. Далее по голове игрушки вяжем 2 столбика без накида, 1, 2, 1 убавка, вяжем 3 столбика без накида, 1, 2, 3. Далее вяжем 1 убавку. Далее берем вторую рожку, складываем ее пополам, прикладываем к голове игрушки так, чтобы конец вязания рожки был направлен на первую рожку. Итак, подхватываем 2 крайние петелечки на рожке, одну петлю на голове игрушки, протягиваем сквозь все это рабочую нить и провязываем столбик без накида. Далее подхватываем следующие 2 петли на рожке, петлю на голове игрушки, протягиваем рабочую нить, провязываем все это столбиком без накида. Еще 2 петелечки на рожке, петлю на голове игрушки, все это вместе провязываем. И здесь у нас также на конце рожки остались 3 петелечки. Подхватываем сначала 2 петли на рожке, далее по голове игрушки будем вязать 1 убавку. Подхватываем 2 петли вместе за передние стенки, протягиваем сквозь все петли рабочую нить. И теперь подхватим крайнюю петелечку на рожке за обе стеночки, сквозь нее протянем рабочую нить. На крючке у нас 3 петли, провязываем это все вместе. Провязали, новый ряд отмечаем маркером. Итак, рожки вязали, новый ряд отметили. Заканчиваем вязание уже вот по этой схеме. Вы с этим самостоятельно справитесь, я это тоже сделаю за кадром. В конце последнего ряда рабочую нить протягиваем, отрезаем ее, оставляя хвостик длиной 10 сантиметров, и этим хвостиком стянем отверстие, которое остается после последнего ряда. Далее сделаем утяжку на мордочке. Для этого берем прочную нить, подходящую иглу, и заводим иглу между 32 и 33 рядами. 32 ряд — это тот ряд, там, где мы вязали 7 столбиков без накида плюс 1 прибавка. И выведем иглу между 40 и 41 рядами. Нам нужно будет захватить 3 убавки под глазом на щечке, там, где мы делали 3 убавочки. Вот эти все 3 убавки нам нужно будет обхватить. 1, 2, 3. Заводим иглу и выводим к начальному хвостику на расстоянии
от этого хвостика 1-2 столбика. Далее помогаем пальцами, стягиваем это все и завязываем на узелочке. И со второй стороны делаем то же самое. И да, кстати, я вам не сказала, что изначально иглу я вводила не ровно посередине мордочки, а немножечко в сторону, ближе к глазу. Здесь то же самое я сделаю, отступлю от этих хвостиков 1 столбик. И благодаря этому углубление будет более пошире, и это будет лучше, когда мы будем вывязывать нижнюю губу, то есть нижнюю пасть у дракончика. Она будет более такая широкая, и это будет мило смотреться. Итак, через столбик завожу я здесь иглу, вывожу там, где у нас убавочки, 1, 2, 3. Захватываю эти 3 убавки и вывожу к начальному хвостику через 2 столбика, на расстоянии через 2 столбика. Далее сделаем утяжку, захватывая по 3 столбика над верхним краем глаз. Здесь уже можно иглу ровно посерединочке заводить и вывести над глазом. Захватываем 3 столбика над глазом и выводим к хвостику начальному через столбик. Все хорошенечко подтягиваем и завязываем на узелочке. Далее вышьем носик. Для этого нам понадобится швейная игла с большим ушком, небольшой кусочек плюшевой пряжи основного цвета и вышьем носик, 2 ноздри в 40 ряду, в том ряду, там, где мы вывязывали 3 убавочки на каждой щечке. Итак, заведем иглу где-то вот здесь вот внизу, выведем в 40 ряду между 39 и 40 рядом и далее заведем иглу, захватывая столбичек между 40 и 41 рядами. И теперь в сторону правого глаза выведем иглу через 2 столбика. Рабочую нить сильно не натягиваем. Здесь мы сделаем тоже захват, заведя иглу между 40 и 39 рядом. И сделаем мы обхват этого столбика 3 раза. Один, второй обхват и еще один обхват. Теперь вот эти 3 стежка мы тоже обхватим. Так, с внутренней стороны лучше завести. И обхватим тоже 3-4 раза. И стараемся так делать обхват, чтобы поднимались снизу наверх, потому что мы потом вернемся к началу вышивания носика, к первой ноздре, скажем так. Далее заводим иглу и возвращаемся к началу вышивания носика. Здесь тоже нужно будет сделать 3 стежка. Один уже есть. И иголочкой, если надо, немножечко все аккуратненько подправим. Отрезаем пряжу. С хвостиков пряжи снимаем плюш, завязываем на узелочки, при этом их фиксируем на задней стеночке любой подходящей петли и прячем вовнутрь головы игрушки. Как я прячу те или иные хвостики пряжи при вязании амигуруми игрушек, я подробно показываю в вязальном видео шпаргалочки. Ссылочка на это видео будет в описании под этим видео. Далее вышьем нижнюю часть пасти между 34 и 35 рядами. Для этого нам понадобится швейная игла с большим ушком, плюшевая пряжа основного цвета, небольшой кусочек. И начинаем. Сначала заведем здесь сбоку, чтобы хвостики оставить и здесь их завязать. Хвостики пряжи. И получается у нас углубление остается немножечко позади. 1, 2, 3, 4, 5 я пропущу, а 6 с внутренней стороны сделаю вот такой вот обхват.
Здесь мы сильно не натягиваем. Сделаем 3 стежочка. Здесь вот так тоже обхват вот такой вот сделаю одного столбика с внутренней стороны. Вот у нас получились тут 3 нити, этого достаточно. И теперь эти 3 нити мы обхватим вот такими вот петлями. Вот так вот. Вторая петелечка. Третья. За кадром я заново вышила эту часть игрушки, так как немножечко у меня получилось неравномерно. И сделала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель. И теперь завожу иглу и вывожу к начальному хвостику. Здесь также мы снимаем с хвостиков пряжи плюш, завязываем это все дело на узелочки и прячем вовнутрь игрушки. Далее вышьем вот такие вот цветные полосочки под глазами, белки на глазках, реснички и брови. Вышьем когти на ножках двойной плюшевой пряжей. Далее контрастного цвета неплюшевой ниточкой сделаем себе пунктирную линию, разметочку для того, чтобы потом ровненько вывязать вот такое вот украшение. И доводим эту пунктирную линию, не доходя до верхнего края, 2 ряда. Выводим ее где-нибудь сбоку. И теперь, ориентируясь по этой пунктирной линии, будем вывязывать вот это украшение, чередуя цепочки из 7 воздушных петель фиолетового цвета и зеленого цвета. Итак, сначала я присоединю пряжу фиолетового цвета. Сделаю это крючком меньшего размера. И у основания хвостика ее присоединю соединительной петлей. Далее вернусь к основному крючку, вяжу 7 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее крючок вытаскиваем и эту цепочку пока отставляем в сторону, берем пряжу, я беру зеленого цвета, от цепочки отступаю 1-2 ряда и присоединяю соединительной петлей эту пряжу. Далее вяжу также 7 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее петлю можно вытянуть, отставляем в сторону цепочку зеленого цвета, берем крючок меньшего размера, подхватываем цепочку фиолетового цвета и, отступая от этой цепочки, также 2 ряда, 1, 2, фиксируем соединительной петлей цепочку фиолетового цвета. Зафиксировали, возвращаемся к крючку основного цвета, вяжем 7 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Слегка вытянем петлю, отставляем в сторону и теперь вот таким вот образом подхватываем цепочку
зеленого цвета. И теперь ее мы присоединим, отступая 2 ряда от цепочки фиолетового цвета, присоединим соединительной петлей. Присоединили, возвращаемся к крючку основного размера. 2, 3, 4, 5, 6, 7 воздушных петель, вытягиваем слегка петлю, отставляем в сторону, подхватываем цепочку фиолетового цвета и все так продолжаем, отступая 2 ряда, фиксируем соединительной петлей каждую цепочку, провязываем потом 7 воздушных петель и вяжем до конца нашей пунктирной линии. Вот в этом месте, в переходе от туловища к голове игрушки, одной из цепочек, у меня получилось зеленого цвета, я провязала 5 воздушных петель, а не 7, для того, чтобы при присоединении ее вот эта вот цепочка вот так вот сильно не оттопыривалась, а более прилегала. Итак, присоединю эту цепочку из 5 воздушных петель, также отступая 2 ряда от цепочки фиолетового цвета. И провязываю соединительную петлю. Дальше продолжаю вязать цепочки, все цепочки из 7 воздушных петель. Итак, я дошла до конца пунктирной линии. Последняя цепочка фиолетового цвета также из 7 воздушных петель. Сделала соединительную петлю, протянула рабочую нить и отрезала ее, оставив небольшой хвостик. А цепочка зеленого цвета состоит из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. И сделаю соединительную петлю зеленого цвета туда же, куда провязала соединительную петлю фиолетового цвета. Здесь также рабочую нить протягиваю и отрезаю ее, оставляя небольшой хвостик. Хвостики фиксируем узелочками и прячем вовнутрь игрушки. И пунктирную линию нашу можно уже снять. Эти хвостики, кстати, тоже мы прячем вовнутрь хвоста дракончика. Предварительно можно снять плюш. Фиксируем их всех узелочками. Все как обычно. Ну вот, мои дорогие волшебницы и волшебники крючка, наш с вами дракончик полностью готов. Сейчас расскажу, что я сделала за кадром. За кадром я ровно по контуру пришила грудочку, пришила все украшения на ножках, на голове игрушки, на рожках, на крылышках с 2 сторон и еще на хвостике тоже пришила такое блестящее украшение. Зафиксировала крылья. Крылья вот в этих местах я зафиксировала теми длинными хвостиками пряжи, которые у нас остались от вязания крылышек. И еще прикрепила крылышки к голове игрушки, чтобы они не падали. Захватив один столбик на голове игрушки и один столбик на крылышке, захватив все это дело швейной нитью. Я очень надеюсь, что у вас тоже все получилось. Кстати, у меня этот дракончик в высоту и в длину получился короче, так как я уже когда-то говорила, что при съемках мое вязание получается более плотным, потому что руки в основном находятся на весу. И поэтому эти игрушки, которые я вяжу в момент съемок видео мастер-классов, они у меня всегда выходят меньше по размеру. Да, и пряжа эта желтая, она немножечко тоньше по качеству, чем голубая. Я с нетерпением буду ждать фото ваших работ, которые вы можете мне присылать сюда на электронную почту или же в инстаграме ставить вот этот вот хэштег, или же делиться своими работами в чате моего телеграм-канала.
Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще много интересных видео мастер-классов. Всем пока-пока!